Если понимаешь, ситуация фамилия какая? Такая что? Напишем невідомий. Ви без разницы. Невідомий, так і відомий. Раз невідомий чоловік на вигляд 35-45 років. Имеется сквозное повреждение неправильно овальной формы 1,8 на 1 с неровными оттолкненными краями. Моя родина исчезла с мировых карт 32 года назад. Как огромное зеркало, империя вдребезги разлетелась на осколки разной величины. Вместе с ней рухнули все ценности, символы и мифы. Эти осколки отражали одну реальность с разных углов. И контузию получил в Севастополе. Все на фронт. Это было 8 мая 1944 года. Последней святой коровой до сих пор оставалась Великая Отечественная война. Встаешь, думаешь, господи, ну это сон был, сон. И глаза закрываю, и все, ну, этот дом, хата, как говорится. Тяжело, тяжело. И это ж марта месяц. Вот это наша печка была. Я здесь сидел, пил чай, а он такой чирк. Если бы мы были в подвале, нас бы так бы эти кости лопатой бы. Она расплакалась. И все. Что тогда немец, Киев, бомбил 22-го, ровно 4 часа. Нам объявили, что Киев бомбили. Началась война. Ну, так, лето. Лето. А это зима. В общем, досталось Да. нашим батькам, И досталось, а ми ж думали, що ми проживемо. нам. Ні. Видите. За Гизунд благодарила старушка на идыше со слезами на глазах, когда ей принесли гуманитарный паёк. Ком стоял у меня в горле. Так говорила моя бабушка, собирая крошки хлеба со стола, вспоминая пережитый ею голод. Я рос на рассказах о подвигах, военных фильмах и книгах. Мне было немного грустно, что я не жил в то время и не совершил свой подвиг. Я не думал, что при моей жизни придется стать свидетелем события, соотносимого по масштабу. Во дворе церкви в Буче на моих глазах из братской могилы один за одним вытаскивали тела. Часть в мешках, часть замотанных в одеяло. Мои глаза отказывались верить этой жестокости и цинизму. Для меня это стало личной войной. Войной с реальностью, с которой я не готов мириться. Я решил снимать последнюю войну, используя первую технику фотографии. Той, что впервые документально зафиксировали войну. Крымскую войну в середине 19 столетия. В Германии я купил Ford Transit. Переоборудовав его в фотолабораторию, я в одиночку отправился в путь через несколько границ к линии фронта. А вот это, наверное, растяжка.
мы вот так перецепили, такая штука машины. Думаю, что это растяжка. А где это правда висит? Это не растяжка. Там все смели, наверное. Нету. Я там уже лазил, я там нашел эту перчатку. Не подходи, блин. Кажется. Кажется, эта камера, что как будто в Советском Союзе. Еще раньше даже. Сколько там видеопленок. Электронная? Нет, Нет? Так все настоящая. Раз будем снимать, берите велики. Вон, встаньте там. Великом. Слушай, побудь немножко со мной, да? Угу. Только мы тут. Как поворачивать камеру? Вот так, нормально. Я вас предупрежу. Прямо не дышать. Поехали. Убери руку от лица, да. Вот так. Раз, два, 3, 4, 5. Все. А теперь прячьтесь, пока не накрыло. Пошли, да. Домой. Нет, это телеска еще. Ну нет этого дяди, который с телеской. Наверное, все в очередь. Пока. До свидания. Пока, спасибо вам. Сейчас я гляну еще на камеру. Она понравилась. Прикольная камера. Пока. Стой, Дэн! Мясо был. Делай, поехали. Делай со мной. Давай, белый. Цеха, цеха. Я приехал сюда из Израиля. Говорил по-русски и снимал на странную камеру. Люди, которых я встречал и снимал, очень тепло принимали меня. Многие спрашивали, что привело меня сюда издалека, рискуя жизнью делать этот сложный проект. Я мог только сказать, что не могу оставаться в стороне. Они же доверяли мне и моей чудной камере и были со мной заодно в эти длинные секунды экспозиции. Щось горить. Щось горить. Это оставшийся запах. Да это не гуманитарно. Просто магазин стоит.
По-разному настроить народ. Уже весело, блядь. А куда оно полетело, блядь? Это полетело, ну далеко. А, вон она. День добрый. Добрый день. Недобрый. Там людей нету? А нет, все живы. Вроде нормально. Слава богу. Там по Ярку прошел. На ту сторону. Возле моста, вот эти лестницы. Ну, по сравнению с их, мы не ощущали, что у нас есть артиллерия. Нас просто равняли. Ну, чтобы вот не стрендеть, нас равняли. У меня ребята бросали мину, вот у меня перед глазами стоит, идет разрыв. Мы думали, все, расчету гайки. Дым начинает немножко клубиться, уже поднимается. И из разрыва вылетает мина. Мы в шоке. И так было Как два фильмах, раза. Да. Там 3 человека, ну, то есть дается команда, там идет пехота. А разрыв где-то был вот как за окном. По факту. Да. Каким чудом, и причем еще с той стороны, где стоит миномет, то есть по идее как бы Тут все осколками осколки должно было бы посечь, и пацаны успевают бросить мину, и вот И этот только разрыв три мины. из разрыва мин. А что сейчас? А чудо какая песня? А как звать? Андрей. Андрей. Фриз. Все. В Верхней Рогане, деревне за северными окраинами Харькова, мы погрузили труп российского солдата. Его тело лежало в пролеске, в нескольких десятках метров от сгоревшего БМП и руин деревенских домов. Тут уже все зазеленело, и поросль прикрывала начавший разлагаться безымянный труп. Вряд ли родные смогут найти его и предать земле. Они верно получили повестку. Пропал без вести. Его за ногу оттянули машиной на пару метров. Стандартная процедура. Проверка на мины. Потом черный пакет. Лучше не стоять по ветру. 200-й готов. Потом, пока прочесывали деревушку, Антон сказал мне, озвучивая мои собственные мысли: только на войне люди проявляют свои настоящие чувства и качества, не подложные. Побывав там, ты хочешь вернуться, чтобы вновь их прочувствовать, заново пережить. Уже перестали считать дни с начала войны. Уже прошла эйфория после осенних побед. Кто-то, возвращаясь на пепелище, предоставлены сами себе. Снимайте наше освобождение России. Освободили от всего, чего стремились, добивались всю жизнь. Как Сизиф, вновь толкают тяжелый камень
от подножия к вершине горы. Кто-то и сейчас утром не знает, доживет ли до вечера. Равняют Бахмут с Мариуполем. Я не могу говорить без слез. Блаженная старушка подошла к нам с просьбой перевести ей буржуйку на ту сторону реки. Она назвалась пастухом Коз, велела звать ее Федоровной. Погрузив ее буржуйку и гуманитарные пайки, мы поехали искать переправу на ту сторону реки, где бои шли на соседних улицах. Она плакала и смеялась. Запой, читая стихи, рассказывала свою жизнь. И в жизни, чтобы быть в ладу, ты должен загодя, до срока, уметь предчувствовать беду, когда она еще далека. Не всегда было ясно, понимает ли она, что происходит вокруг. Сама могу вязать, а сапожник без сапог. Я понимаю, что вот это не война, а учение. Подъехали к дому, я хочу пострелять, я хочу пострелять. Давайте по козам стрелять. А я говорю, хлопцы, чего у вас крыша поехала? Я поняла так, что это война как бы гибридная. Дали оружие, и они тир тут устроили. Вчера сказал мне папа, что я уже мужчина. Мужчины не боятся без мамы оставаться. Мужчина закаляется и сами одевается. Мужчина очень гордый. Бабушка, давайте тут. Эдик, уходим, птичка. Сейчас будет коррекция, они работают сейчас очень быстро. Повернешь влево, там будет коттедж такой. Сразу же здоровые ворота. Под ними встаешь, кто-то что-то спрашиваешь, говоришь, Шрам разрешил. Порой в ее росте и Христа ради я слышал глубокую мудрость. О, сылушка наша работает. Те, кто выбрали оставаться в осажденных городах, смогут уравновесить патриотический пыл свидетельствами о неприглядных сторонах войны. О, гражданський. Батя, вийдіть, будь ласка. Какие питания могут быть? Як вам живеться, руська весна, як вам живеться? Так погано живеться. А вам Дома як розвалили. живеться? А? Как вам живется? А ми тут освобождаємо свою землю. А мы ждем, когда вы освободите. Коли в нас світло вирубили, общественность підіймалась, просила, коли нам світло дадуть. Нам відповіли, нащо мерцям світло. Ребята, а когда ця херня кончится? Ёб твою мать! Я не верю, что фотография может остановить войну. Мне она дает возможность оправдать стремление ехать в гущу событий, чтоб там, страдая и сострадая, делать все, что в моих силах, и даже больше. Да, он горим уже один. Да-да-да. Аккуратнее, чтобы не обрушилось. Перекрытие деревянное. Все, выходим, подъезд закрываем, чтобы не было подсоса. Ага, будет. Так. Сука, тут простреливается все, нахуй. Нахуй, нахуй, нахуй. Поехали обратно. Эдик, Я слышу. быстро назад. С начала войны меня не покидало ощущение бездействия официальных структур. Этот вакуум заполняли добровольцы. Это война для них отечественная. Они под огнем обеспечивают едой и медикаментами людей, чей дом стал линией фронта. А может, лучше помогли бы? Идем слева, совсем известно. Организовывает эвакуацию слабых и беспомощных. Андрей! Здесь пожар, здесь война. Дальник,
В Бахмуте теперь одно похоронное бюро. Одна машина, один водитель и 4 работника. Если вы живете на правильной стороне реки, вам повезло. Вас похоронят. Давай, Костя, выносите, Костя. А вот если вы за Бахмуткой, то не судьба. Разве что вы сможете дотащить труп вашего близкого хотя бы до разбитого моста. Костя, бей! Трупы там лежат неделями. Не будешь же рисковать живыми, чтобы забрать мертвых, сказал начальник бюро. Все раненые, все осколками побиты, все... Когда люди жили общинным строем, войны велись за продовольствие и плодородные земли. С развитием аппетиты только росли. Придумывались разные политические смыслы, чтобы оправдать насилие. После появления фотографических свидетельств человечество уже не могло игнорировать содеянные зверства. Но войны отнюдь не прекратились. Вчера совершавшие сегодня осуждают, чтобы завтра оправдать новое насилие. На шнурках тоже с наложением грунта. Свитер серого, да, Свет? Да, серо-белый. По передней поверхности свитера в верхнем отделе. Справа и слева, а также по задней поверхности пропитанный щиток волосы. Одежда целая, Света. Сквозное повреждение неопределенной формы с неровным, вывернутыми наружу краями. 6 на 4 см. Кисти зажаты, шесть с наложением грунта. Глаза приоткрыты. Зрачки по 0,5, светло-коричневые, соединительные оболочки глаз, бледный, без кровоизлияния. Из отверстия носа выделяется жидкая темная кровь. На соседних столах в секционной лежали другие трупы, гражданских, погибших или умерших не от войны, от мирной жизни на войне. Особенно запомнилось тело мужчины средних лет с подтянутой спортивной фигурой и аккуратной стрижкой. Один работник сказал, что он сам наложил на себя руки. Может, долги, может, из-за женщины, может, еще какой стресс. Кто знает. Ведь война не все. Жизнь продолжается. Грязь войны, да.